Перед вами богиня правосудия, Фемида. Исследовательный ритуал, который я вам подарю, относится, точнее заговор, относится как раз к ее сфере правосудия. Друзья мои, есть люди, которые совершают такие преступления, что прощать эти преступления невозможно никак. Не просто невозможно, а нельзя. Если мы не хотим приумножать зло на земле, то эти преступления мы прощать не имеем права. А подобных преступлений немало. Я не буду вам перечислять, я думаю, что вы понимаете прекрасно, что, например, преступления касаемо насилия над детьми, над женщинами, да и вообще преступления такой, которые несут такой характер жестокий, бесчеловечный, это прощать никак нельзя, и это правильно. Но есть моменты в жизни, когда человек косвенно виноват. Либо попал из-за своей глупости, либо подставили действительно, либо просто сделали так, что он сидит или сядет за чужое преступление. Есть сфабрикованные дела. Есть преступления по неосторожности, и такое возможно. Одним словом, те нарушения, которые возможно простить, понять, и когда человек не опасен для общества. Ну, то есть там, вот сажают человека за экономическое преступление, предположим, бухгалтерия или главный бухгалтер или начальник что-то замутили, сделали, и все это пришлось за все отвечать человеку, который вообще был не при делах. То есть он не понимал, на него все это свалили, он подписал, он эти документы сдал в архив или там... Ну, в итоге оказался крайним. Как обычно, нашли козла отпущения. Вот когда есть такие моменты, то человеку нужно помочь. И можно помочь избежать суда, либо чтобы суд вынес, скажем так, приговор как можно более мягкий для такого случая. Потому что иногда настолько все, скажем так, грамотно и правильно, знаете, все разложено, сделано, настолько грамотно подставили человека, что, не подкопаешься просто, очень тяжело. И тут уже все зависит от совести судьи, как он поймет, как он вынесет приговор. Если он поймет, что выхода нет и все улики против этого человека, но он понимает, что человек не виноват и пытается спасти, то он может смягчить приговор, например, условным или штрафом отделаться и прочее. Этот заговор можно прочитать, и когда только начинают, скажем так, на вас там какой-то донос накатали или пытаются вам навредить, можно вначале еще не ждать суда, прочитать этот заговор. А можно прямо, собственно говоря, перед судом, когда должны рассматривать ваши дела, в день по 3 раза читать этот заговор нужно. Неважно, когда вспомните, 3 раза нужно читать. А прямо перед судом нужно читать дома, нужно читать перед заходом, перед порогом к судебному зданию, к зданию суда, и прям сидя во время суда, когда суд начинается. Вы можете этот заговор прочитать для себя, если у вас такие проблемы, и для своего близкого человека. Даже если это ваш друг, брат, сестра, мать, неважно. То есть, если это для вас, то
как только вот этот процесс начался, желательно каждый день по 3 раза читать, неважно, сколько идет этот процесс. Месяц будет идти, 2 месяца, каждый день читать по 3 раза, чтобы разрушить все эти доказательства и там фальшивые все и все такое. То есть как можно больше нанести урон вот этому судебному процессу, энергетически, естественно. А потом, перед тем, как пойдете вот на этот суд, перед этим читать, как вы будете подходить к этому зданию читать и во время нахождения в судебном заседании. Если у вас близкий человек, предположим, ну вот сейчас в следственном изоляторе сидит, ну мало ли там что случилось, вот его закрыли на время рассмотрения, да, суда, то как-нибудь передайте ему этот заговор, и пусть он читает перед тем, как пойти на суд, перед заходом в судебное заседание, если у него будет возможность. Если нет, то тогда вот как его заведут в этот зал суда, там прочитает и именно во время суда, когда суд начнется, 3 раза. И вы, когда пойдете к нему на суд, точно так же читать 1 раз дома, 2 раз возле здания суда, 3 раз, как суд начнется. И я вас уверяю, что судья смягчится, и приговор либо будет оправдательный, либо с наименьшим уроном. Может, даже посчитают вот это время, которое он сидел, посчитают как, то есть как срок, да, и на этом ограничатся. Или большим штрафом, или, может быть, условным сроком и так далее. Но в любом случае случится на удивление для прокурора и, ну, то есть обвиняемого, да, государственного, и для истцов, которые его обвиняют, если это гражданский суд. Вот на удивление для них все решится в пользу вас или вашего близкого человека. Но одно условие. Этот человек должен быть либо косвенно виноват, то есть его хотят слишком строго судить, а его вина не настолько велика. Ну, вот там, предположим, он там раньше ушел с работы, а в это время кто-то зашел, ограбил или кого-то ранили ножом. Да, вроде он виноват, он должен был там быть и так далее. Но он же не ранил, он не убивал, он же не грабил. Либо он косвенно виноват, отчасти виноват, но не настолько, насколько его хотят судить. Либо он совершенно невиновен. Но если он замешан в преступлениях, которые Вселенная не прощает, это проливать невинную кровь. Вот я недавно смотрела «Отмороженная тварь», с которым ничего не могут сделать просто или не хотят сделать. Помните, да, Хачатурян, который просто терроризировал всех соседей, своих бывших жен, детей, там, всех на свете. И никто ничего не делал. Участковые, все знали и все молчали, всех это устраивало. До того момента, пока не дошло до убийства. И вот примерно такой же момент. Просто издевается над соседями. То ли наркоман, то ли у него с головой непорядок. Но то, что он подонок отмороженный, это просто по его роже видно. И были кадры, когда собака переходит дорогу, соседская собака, и он специально, видя, что собака как только подравнялась с машиной, он, значит, дал газ и проехал по этой бедной собаке. И она так кричала от этой боли, не смогли спасти, отвезли ее в больницу, то есть к ветеринару. Но собаку спасти не удалось, и это было настолько вот больно видеть, да, как он специально, нарочно это сделал, вот это животное. И вот абсолютно невинное создание просто было убито так жестоко. И никто ничего с ним делать не может, невозможно. Понимаете, вот никто. Если вот такое отмороженное существо судят, на этого человека не воздействует этот заговор. Это к тем людям, которые говорят, что ну а как так, вот вы даете там наказание, возьмет, вот может человек не виноват, возьмут да начитают. Или может человек виноват, а начитают, его освободят. Я повторяюсь для этих существ. Магия, отданная мной людям, несет только справедливый характер. Если человек не виноват,
сколько хочешь, начитывай эти заговоры. На него это не воздействует. Там сказано, там идет направление, направлено, там сказано, что тот, кто мне делает зло, если человек не делает зло, значит, на него этот удар не пойдет. Так вот, еще раз вам повторяюсь, если вы хотите для отмороженного подонка начитать и спасти его от суда, у вас не получится ничего. Но если вы уверены 100% в том, что человек не настолько уж виноват, в чем его обвиняют, или есть у него какая-то относительно вот отчасти вина, но не настолько страшный он человек и не опасный для общества, понимаете, а просто вот, ну, по неосторожности, по глупости он совершил что-то, тогда ему можно помочь. А если он ногами бил по голове женщину и отнимал сумку, для него, читай, не читай, мой заговор не сработает. Он должен быть не виноват. Или виноват не настолько, насколько его судят. То есть несправедлив должен быть суд по отношению к нему, и тогда сработает. Итак, объяснила, как начитывается. Еще один важный момент. Когда это совершится, когда у вас получится то, что вы сделали, вы можете откупиться как хотите. Вы можете откупиться на алтарь магии. Вы можете дать деньги бедной семье. Вы можете кому-то помочь устроиться на работу. Вы должны обязательно, не забывайте об этом. Если вы это не сделаете, через некоторое время эта проблема может вернуться. Может вернуться другая проблема. Вы должны, это энергообмен, ваш откуп дает энергию, усиливает работу, подпитывает эту работу. То есть вы отдали, откупились, но как только у вас получилось, в этом отношении откупиться можно и нужно только после того, как получилось, как вас услышали силы. Итак, в этом заговоре произносятся некоторые слова, которые, может быть, кого-то настораживать, напугают и так далее. Я хочу вам объяснить, друзья мои, магия не делается в белых перчатках. Магия – это не сюсю-мусю, это не кружок по кройке и шитья, это не радостные, веселые там ля-ля-маля. Магия, она это связь с силами. Иногда силами темными, иногда силами очень свирепыми. Даже если вы обращаетесь к ним за какой-то помощью, вы должны осторожны быть. Ну, смотря где там предупреждение есть, да, если вам говорят. И вас не должны пугать и настораживать определенные слова. Вы поймите, магия – это закон мироздания. Те вещи, которые у вас вызывают какой-то трепет, ужас и так далее, на самом деле обычная вещь – это жизнь, это продолжение жизни человека. На самом деле это процесс во Вселенной, это часть мироздания. И тут нет ничего страшного. Просто иногда слова настораживают, запугивают, а на самом деле смысл у них очень обычный, очень предсказуемый, очень логический. Смотрите, например, здесь сказано, что человек сам себя называет мертвецом. Но если вы читаете для этого человека, вы говорите, он мертвец. Про него говорите. Почему это сказано? Кто-нибудь скажет, блин, а я скажу, вот мертвец, а вдруг я умру? Нет. Вы не умрете. Вы говорите таким образом. Смотрите, вот откройте еще раз, пожалуйста, мою лекцию «Ключ, замок, язык». Там сказано. Вы создаете сюрреализм, называется. Параллельную реальность. Вы создаете в голове нечто такое, вот какой-то мир отдельный. И потом вот эта параллельная реальность, созданная там в голове подсознания, переходит в нашу реальность. Смотрите. Одна истина связывается с другой. Мертвеца возможно судить и посадить? Нет. Мертвецу можно дать срок? Нет. Так вот, когда вы называете себя мертвецом, сейчас, в данный момент, вы лишаете судью и прокурора возможности вас судить. Вы на энергетическом уровне обрываете, то есть обрубили им крылья. Понимаете, как вам сказать? Вы воздействовали на вот их энергетическое поле. Они этого не понимают, не знают. И не понимают, почему они не могут вам дать этот срок. Почему они вас судить не могут в данный момент. Почему, что происходит? Если ты мертв, тебя нету. Кого судить-то? Тебя же не существует.
Понимаете? На уровне подсознательном, на уровне потустороннего тонкого плана вы им подсознательно говорите: меня нету, вы не можете меня судить, я же мертвый, а мертвые уже не судят, мертвые уже не сажают. Нет, значит, и меня невозможно судить и сажать. Я себе тоже говорю эти слова иногда. Когда я чувствую там, например, какую-то там трудность и так далее, чтобы это со мной не произошло, я могу сказать: я мертва. Мертвецу там, например, мертвеца невозможно сурочить, мертвеца невозможно судить, мертвеца невозможно там осудить, мертвецу невозможно навредить, а значит, и мне не навредят. Точно так же. Но от этих слов вы мертвым не становитесь. Вы просто создаете некую реальность и связываете им руки. Вы запрещаете им себя судить. И они не смогут вам ничего сказать. Да, скажут, вот свидетель не придет, кто-то откажется, кто-то испугается, какие-то факты пропадут куда-то, судья заболеет, другой судья придет, адвокат, который там дал взятку прокурору, куда-то уедет, прокурора внезапно снимут, и другой придет прокурор, который в этом не заинтересован. И все решится в вашу пользу. Теперь поняли как? Давайте начнем. Итак. 3 раза читать, как я вам сказала. Если вы для него читаете, читайте непосредственно перед судом и ему говорите, чтобы он читал каждый раз по 3 раза, а потом непосредственно перед судом, вот как я вам объяснила. Если для себя, точно так же, до того, как идет этот судебный процесс и разбирательство, каждый день читайте по 3 раза, а потом перед судом. Если ваш близкий человек дома, но его судят и должны осудить, говорите, объясняйте ему, чтобы он каждый день по 3 раза читал, пока суд идет, судебный процесс, вот эти разборки, разбирательства. Потом перед судом он для себя читает, вы на него читаете. И идете вместе там туда, на суд. И обязательно это решится в вашу пользу. И самое такое страшное преступление, в котором его обвиняют, но он не виноват, решится в его пользу. То есть ему могут дать, может быть, как бы его призовут как косвенного там виновника или еще каким-то образом смягчиться. Дадут ему, может быть, или малый срок, или, ну, чаще всего дают вообще по опыту, кому я давала этот ритуал, да, чаще всего за очень такие преступления могут дать, например, условно. Вот мужчина не видел в темноте, объясняю последний раз, кому я этот заговор давала, жене и мужчине этому. Он не видел в темноте, он ехал лесополоса, ну, нет, неосвещенная дорога, и пробегает кто-то перед машиной, он не успел затормозить, ударил. Оказалось, что там, значит, мужчина, а сзади шла жена. Вот они поссорились, он, значит, ее послал и побежал вперед. И попал под колеса. И эта жена там совсем... Сначала они там требовали деньги, потом их это не устроило, они начали их шантажировать. Одним словом, она не настолько переживала за то, что мужа нет, а просто, что вот не смогла выгодно провернуть это дело, знаете. И в итоге вот все пошло таким образом, что он специально, видя его, задавил, там, проехал, то есть нарушил все возможные, там, нету камер, ничем не докажешь. И его хотели посадить от 7 до 11 лет за такое преступление. И в итоге, когда они начали читать и все прочее, все просто разрушилось. Ни с того ни с сего появился человек-свидетель, который говорил, что уже не раз вот такое было, не раз они ссорились, и не раз он в пьяном состоянии чуть ли не попадал в ДТП и все прочее. То есть все пришло в пользу этого человека, все пришли засвидетельствовали, и в итоге его просто освободили в зале суда. И у них просто было вот, ну, невероятное состояние, благодарили меня и все прочее. Так вот, просто примерно объясняю, как все складывается. Вы не думайте о том, ну как это возможно, это же невозможно, а как, чего. Вы делаете, а силы сами разберутся. Заговор. 4 дороги. Все дороги ведут к черному дому. Захожу я в тот черный дом. Сидят там духи судьбы за столом. Сяду за стол и произнесу: я мертвец. Неважно, вы женщина или мужчина, говорите: я мертвец. 3 раза. Я мертвец, я мертвец, я мертвец. Мертвеца не судят. Мертвеца
в гробу закрывают, хоронят и про него забывают. А меня на свободе оставляют. Так и будет. Истинно. Ключ, замок, язык. Заклято. Теперь поняли, почему надо произносить эти слова? Мертвеца не судят, значит, я мертвец в данный момент. Меня нету, не существует. Кого будешь судить? Да, физиологически ты есть там. Или твой близкий человек. Физиологически он там присутствует. Он есть, вроде бы. Имя, фамилия написано. Но он же уже произнес, он перед Вселенным сказал, меня нету, все, я считаю себя мертвецом. Кого судите? И как бы они ни старались судить его физиологическое тело, естество, да, на самом деле для пространства его нет. И поэтому не получится его судить. Никак. Все обстоятельства так сложатся, что его судить не получится. Он же мертвый. Его же нет. Теперь понимаете, как действует заговор, как действует ритуал? Вы создаете эту реальность, потом эта реальность переходит в нашу реальность, обыденность. И вроде бы кто-то посмеется, скажет, ой, да вон папки там лежат у прокурора, что там, вот и человек сидит, и все там есть, присутствуют, вот берут и судят. Что хочешь, читай. Нет. А вот и нет. Все происходит в тонком плане, в тонком мире. Если в тонком плане тебя нет, ты согласилась, меня не существует. Все. Помните, я говорила вам, когда в семье умирают дети, как в тонком плане обманывают духов смерти. Этого ребенка передают другим родителям, те нарекают именем, которое они хотят, и говорят, мы признаем его, это наш сын. Все, когда приходит сила, чтобы унести этого ребенка, из этого рода должен умереть вот этот ребенок. А нету этого ребенка. Они признали его своим сыном. Все, в тонком плане его не существует. Он физиологически здесь есть, но в тонком мире нету у этой семьи такого ребенка. Не существует. Есть ребенок у другой семьи, а там ребенок не должен умирать. Там нет по плану того, чтобы дети умирали. Нету. Пришли от этого рода забирать. Здесь должен был ребенок умереть, а этого ребенка нет. Да, он физиологически бегает, но в тонком плане его не существует. Именно поэтому в Латинской Америке, например, несколько имен дают. Мария, Карлос, Сантьяго, еще что-нибудь. Почему? Потому что есть всегда имя, которое, то есть неизвестно. Если наводят порчу на Марию, приходят, а здесь Сантьяго, чтобы запутать темные силы. Так считали. Почему в христианской традиции, например, есть крещенное имя, которое вы не знаете, да? Вот наводят там на человека, а крещенное имя, вот ее зовут Елена, а в крещении она Ольга, например. А нету Елены, не существует. Где она, как навести? Только сильный практик может угадать, увидеть, и, то есть на тонком плане навести. То же самое у ведьм. Есть свое имя, тайное имя, которое никто не знает. Никто не знает. И если вы на нее наводите, например, да, ну, наводить на ведьму это смешно, но, предположим, кто-то рискнул. Вы не знаете ее настоящего имени. Вы наводите там, предположим, на Анну, а Анны не существует в тонком плане. Она там совсем по-другому называется. Ее по-другому знают. Вот хочу, чтобы Анной не стало. А что за Анна? Мы ее не знаем. И что это за Анна? Ну вот, которая вот это вот. Так это не Анна, это совсем другой человек. А ты имя назови, мы подумаем, надо ей что-то сделать или нет. Ну, не знаю еще больше имени, только вот это. Извини, вот такого нет у нас. У нас в Талмудах ее имени нет, она совсем по-другому называется. Ты назови ее имя потайное, мы подумаем. Поняли почему? Тонкий план важнее, чем физиология. В тонком плане человек говорит, например, вот как это вот не случится, так и со мной не случится. И как бы там ни старались, ни хотели, не случится. Или вот человек говорит, вот как не виден воздух, так мой дом не будет виден для воров. Вроде он стоит, красивый дом, большой, все знают, добротный, но как будто не замечают, не видят этот дом. Вот там случилась беда тут, а в этом доме ничего не... Почему? Потому что физиологический дом есть в мире вещей, то есть он существует, но в тонком плане его нет, он исчез. Поэтому в мыслях людей, в подсознании людей закрыта ширма. Они не замечают этот дом. 1000 раз могут пройти, даже не обращать внимания на этот дом. Понимаете? Еще раз, заговор. Я почему подробно объясняю, чтобы люди
понимали, что они делают, к чему они делают, что ожидать. То есть полностью знать, осознанно идти и делать. Не просто там, вот бери и сделай. Осознанно. Понять, почему вот именно эти слова. Они мне не навредят. Нет, ну вот понятно. Теперь понятно, почему можно их произносить и не бояться. 4 дороги. Все дороги ведут к черному дому. Захожу я в тот черный дом. Сидят там духи судьбы за столом. Сяду за стол и произнесу: я мертвец, я мертвец, я мертвец. Мертвеца не судят, мертвеца в гробу закрывают, хоронят и про него забывают. А меня на свободе оставляют. Так и будет. Истинно. Ключ, замок, язык. Заклято. 4 дороги. Все дороги ведут к черному дому. Захожу я в тот черный дом. Сидят там духи судьбы за столом. Сяду за стол и произнесу: я мертвец, я мертвец, я мертвец. Мертвеца не судят. Мертвеца в гробу закрывают, хоронят и про него забывают. А меня на свободе оставляют. Так и будет. Истинно. Ключ, замок, язык. Заклято. Проведите и живите в свободе, спокойно. И желательно не повторяйте те ошибки, не доверяйте тем людям, которые вас один раз уже подставили и сделали подлость. Всем удачи и всех благ.